Приветствую всех любителей вязания тунисским крючком. Сегодня я хочу показать еще один вариант набора цепочки с дополнительной нитью. Для этого отмеряем дополнительную нить и провязываем первую петлю. Далее начинаем набирать цепочку. Набрасываем дополнительную нить спереди на крючок и провязываем рабочей нитью 2 петли вместе. Этот раппорт продолжаем повторять до тех пор, пока не наберем нужное количество петель. Цепочка получается объемная, хорошо держит форму. Обязательно нужно выдерживать равномерное натяжение обеих нитей. Набранную цепочку таким образом можно использовать в качестве шнурка для капюшона или детской шапочки, например. Вот какая красавица у нас получилась. После того, как мы набрали нужное количество петель, начинаем провязывать основной ряд. Для этого продеваем крючок в перемычку. Вот нашли мы перемычку. Не под петельку, а в перемычку между петлями. В таком случае у нас косичка будет на лицевой стороне формироваться. Вот еще раз смотрим. Вот в перемычку продеваем крючок и протягиваем рабочую петлю на лицевую сторону. Такой способ набора петель несколько трудоемкий, потому что не очень удобно продевать, но зато результат стоит того. Краешек заворачиваться не будет и будет достаточно плотным. Кроме того, такой край можно связать отделочной нитью, тоже будет симпатично. Итак, продолжаем набирать наши петли до конца ряда. Вот такой у нас красивый вид получается. Лицевая сторона. Продолжаем набирать петли. На основе этого ряда я хочу провязать один очень интересный узор и выложить на мой канал. Поэтому для того, чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Вот что у нас получается. Очень аккуратно. Изнанка тоже симпатичная, ровненькая. Главное, что край не будет заворачиваться. Итак, все петли мы набрали. И будем сейчас закрывать, провязывая по одной петельке и выдерживая равномерное натяжение, чтобы наше изделие не было стянуто. Обычно все изделия, ну не все, многие изделия, начинают именно с провязывания основным тунисским вязанием. Тогда легче обрабатывать низ, если нужно обвязывание или что-либо еще. Итак, ряд наш закончили.
Смотрим, что получилось. Имея такую основу, можно начинать вязать любой узор. Главное – высчитать нужное количество петель. Всем приятного вязания!